все наши межличностные взаимоотношения, они определяются еще тем телом, которое мы тащим. И вот посмотрите, какая логика. Ваша душа бессмертна, без пола. Грубо говоря, может вселяться и проживать жизнь в любом теле. Учение йоги нам говорит, что прежде чем родиться в теле человека, мы проживали миллионы и миллионы жизней в телах более примитивных. И вот в телах более примитивных у нас не было каких-то проблем, у нас связанных с межличностными отношениями, ревностью там или еще чем-нибудь там. А как только мы стали людьми, вдруг они появились. Какой можно сделать отсюда вывод? Развитие. Чем сложнее тело, тем сложнее им управлять. Знаете, это как это был анекдот, да, анекдот, да, что все болезни от нервов, да, все, и точно так же здесь, все от мозгов, да, все проблемы от мозгов, слишком умные стали. Пришлось бы с утра до ночи бегать за куском хлеба или спасаться от опасности. Ой, бы все проблемы ревности, жадности, глупости там, и так далее. Поиска самки или самца, ой, как бы они ушли на второй план, если не на третий, если не на пятый, если не на 20-й. Но обратите внимание, обратная сторона. А вот если бы они действительно полностью игнорировались, эти вопросы противоположного пола, то люди бы вымерли. Вот вы, скажем, одиноки, нос воротите. И этот вам не нравится в мужья, и это вам в жены не нравится. И у того то не то, и у этого эдак не эдак. И вы, грубо говоря, можете вести себя так достаточно долго. А потом, на какой-то момент, вдруг что-то в вас щелкнет, и как миленькие найдете себе и мужа, или жену. Даже если это окажется первый попавшийся. Собственно говоря, первый попавшийся и окажется. А если окажется первый попавшийся, то вы понимаете, что проблемы обеспечены. Вы хотите одного, он хочет другого. Вы довели себя до какого-то уровня такого, что вдруг что-то в ваших телах проснулось, щелкнуло, вы потеряли критичность, до этого могли 20 лет носом воротить, а тут раз заставило, все, деваться некуда. А если же нет? Если же все-таки проявите упорство, такое, знаете, настойчивость, попрете против, чем это грозит? Это грозит тем, что вы не вступите в сексуальные отношения с противоположным полом, какой бы он гад и придурок не был, или она стерва, значит, это неконтролируемое. Но тем не менее, вы не вступите с ними в сексуальную связь, соответственно, у вас не будет потомства, соответственно, когда вы проживете свои 108 священных лет и умрете, вам будет очень тяжело родиться в теле человека. И дело даже не в том, что лично вы не оставили потомство. Нет, не в этом. Все гораздо сложнее. Все мы люди идем таким роем. И даже если у кого-то нет ни одного ребенка, у кого-то их 10, всегда можно как-то перераспределить, да? Но вопрос в другом, вопрос в кармическом. Если ты в принципе игнорируешь эти правила, в принципе, то тебе достается по остаточному принципу. Сперва получат те, кто, скажем, знаете, вот он нарожал детишек, вот Вторая мировая прошла, похоронки все как получали, я тут был на кладбище одном, как деревенька, зашел, я ужаснулся. Иванов, вся деревня, да, много детей было, все погибли. Они погибли, защищая социум. Их быстрее притянет и даст им возможность родиться, тот социум, откуда они погибли.
чем те, кто не смог, нос задирал, и этот ему не тот, и это ему не та, и так далее, и так далее. Понятно, это будет по остаточному принципу. Значит, придется рождаться с понижением. Ах, был слишком умный. Хорошо, в Африке, там все попроще люди. Поживи-ка жизнь другую в Африке, попрыгай. А чтобы особо не думал, вот тебе голод в Африке, вот тебе эпидемия, вот тебе, значит, этот самый Мумба-Юмба, местный президент, резню устроил. Чтобы так, не застаивалась кровь в жилах, чтобы не было вот на такие инсинуации, этот подходит в мужья, а это нет, не подходит. Там не жив, значит, все подходит. Я вот хочу, чтобы вы уловили эту логику, друзья. Вот чтобы вы свои мозги перестроили еще раз на этот резонанс. И тогда многие ваши проблемы вдруг предстанут перед вами совсем с другой стороны. Это не значит, что они перестанут быть проблемами, нет. Но это будет означать следующее, что дальнейшее изучение поможет вам либо смягчить эти проблемы, либо устранить полностью. Итак, самую первую проблему, друзья, мы уже обозначили. И это самая первая проблема на самом деле всей триады. Даже если вам кажется, что иногда вы, скажем, встретили своего мужа или жену не случайно, то это может быть хитрый всего лишь разворот вашей глубинной программы, который подсунул вам первого попавшегося. То есть некий такой момент священного обмана, чтобы в следующей жизни вы не родились в Африке. Или еще хуже, где-нибудь там среди папуасов, там, знаете, охотники за головами.